Дорогие друзья, подписчики и все, кто интересуется историей, лингвистикой и культурными связями славянских народов. С огромным удовольствием и благодарностью отмечаю, что мое недавнее видео под названием «Юрист Валерий Табаков. Моя любовь к русскому языку как к ближайшему потомку староболгарского» вызвало по-настоящему живой интерес среди зрителей. За короткое время оно набрало тысячи просмотров, а комментарии под ним превратились в настоящую дискуссионную площадку. И это не просто статистика, это свидетельство того, что темы, касающиеся наших общих корней, языка, истории, по-прежнему волнуют сердца многих людей. Я как юрист по профессии и болгарин по происхождению, но с русским языком как родным всегда стремился делиться своими размышлениями искренне и открыто. И ваша реакция подтверждает, что такие разговоры нужны. Спасибо всем, кто посмотрел, поделился и оставил свой отклик. Это вдохновляет меня продолжать. В этом видео я поделился своей глубокой любовью к русскому языку, который, по моему убеждению и на основе научных данных, оказался наиболее близким потомком староболгарского или церковнославянского языка. И это не просто личное чувство, это парадокс, который меня поражает. Русский язык, развившийся на восточнославянских землях, сохранил удивительно много архаичных элементов от того языка, который был создан нашими предками в Первом Болгарском царстве при князе Борисе I и царе Симеоне Великом. В видео я привел примеры лексики, грамматики и исторического контекста, чтобы показать, как русский стал своего рода мостом к нашим болгарским корням. Например, слова вроде «глава», «время», «враг», «власть», «облако», «священник» и «жатва» в русском языке остаются почти идентичными старославянским формам, в то время как в современном болгарском они эволюционировали под влиянием внешних факторов. И эта близость не случайна. Она обусловлена историческими процессами, где церковнославянский язык, введенный Кириллом и Мефодием, глубоко интегрировался в русскую культуру через Киевскую Русь и последующие века. Я говорил об этом с теплотой, потому что русский язык для меня – это не только средство общения, но и ключ к пониманию нашей общей славянской идентичности, которая объединяет болгар, русских, украинцев и других. Чтобы подтвердить свои тезисы, я опирался на авторитетные научные источники, работы ведущих лингвистов и академические публикации, которые детально анализируют эволюцию славянских языков. Это не мои домыслы, а выводы, основанные на исследованиях специалистов. Позвольте мне кратко указать на эти источники и привести ключевые цитаты в русском переводе, которые напрямую поддерживают мою позицию о иерархии близости. Русский, как наиболее близкий к церковнославянскому, с сохранением 50-60% лексики в литературном регистре, болгарский, как генетически родственный, но изменившийся под внешними влияниями, и украинский, как более отдаленный из-за польского воздействия и сознательного очищения от церковнославянизмом в XIX веке.
Во-первых, я ссылался на работы выдающегося русского лингвиста Андрея Анатольевича Залезняка, чьи исследования по древнерусскому языку и берестяным грамотам показывают, как русский развился с сохранением значительного слоя церковнославянских элементов. В его анализе подчеркивается, что различия между восточнославянскими языками возникли позже, и русский, как слияние центральных диалектов с новгородским, удержал больше архаизмов. Вот выдержка из обзора его вклада в статье «Depth, Brilliance, Clarity» Андрей Анатольевич Залезняк, 1935-2017, в переводе на русский. Русский язык в особенности заимствовал больше слов из церковнославянского, чем это сделал украинский. И это напрямую подтверждает мою мысль о большем влиянии церковнославянского на русский лексикон по сравнению с украинским. Далее в контексте его, Залезняка, работы «Древненовгородский диалект» 1995-2004 года Залезняк отмечает: однако выводы русского лингвиста показывают, что до XIV или XV века основные языковые различия существовали не между регионами, занимаемыми современной Белоруссией, Россией и Украиной, а скорее между северо-западом, около современного Великого Новгорода и Пскова, и центром, около современного Киева, Суздаля, Ростова, Москвы, а также Беларуси, восточнославянских территорий. Это иллюстрирует, как русский эволюционировал как конвергенция диалектов, сохраняя церковнославянский слой, в то время как украинский развивался под иным влиянием. Во-вторых, я опирался на публикации в журнале Harvard Ukrainian Studies, который является ведущим источником по украинской филологии и сравнительной лингвистике восточнославянских языков. В статье Ukrainian Russian Poles Apart, в переводе «Украинский-русский полюса противоположны», подчеркивается: русский язык в особенности заимствовал больше слов из церковнославянского, чем это сделал украинский. Это эхом отзывается на мою оценку в 50-60% церковнославянской лексики в русском, в то время как украинский имеет меньше заимствований из-за польского влияния и фольклорной очистки в эпоху Шевченко. И еще одна выдержка из The Battle for Ukrainian, an Introduction, в переводе «Борьба за украинский», введение. Валев достигает этого фокуса, используя политически и социологически нагруженный термин «диалект» для малорусского, украинского в противопоставлении возвышенному термину «язык» для общерусского. Именно болгарский, церковнославянский был первоначально введен восточным славянам уже в самых ранних текстах XI века, однако проявляются восточнославянские черты и остаются последовательными, что приводит филологов к описанию языка как русинского церковнославянского, письменного языка Киевской Руси. Здесь четко показано, что болгарский вариант церковнославянского был введен в Киевскую Русь, но русский развил его в литературном ключе сильнее. Наконец, в The Ukrainian Language in the Context of the Study of Sacred and Vulgar
tongues in Orthodox Slavdom, в переводе «украинский язык» в контексте изучения священных и вульгарных языков в православном славянстве, говорится: настоящее исследование поэтому стремится рассмотреть различные аспекты православно-славянского языкового сознания в целом, также восточнославянского языка. Статья анализирует сложные и неоднозначные отношения между церковнославянским и украинским в современной Украине с лингвистической, церковной и идентификационной перспективами. Это подчеркивает асимметрию. Церковнославянский как священный язык доминирует в русском, в отличие от украинского. В-третьих, я упоминал академика Виктора Журавлева, вероятно, по фамилии Виктор Петрович Журавлев или Анатолий Федорович Журавлев, оба из Института русского языка Российской академии наук, чьи работы по фонетике и диалектологии анализируют количественное наследие церковнославянского в русском. В статье Russian a Monocentric or Pluricentric Language, в переводе «русский моноцентричный» или полицентричный язык, ссылающийся на Журавлева, говорится: когда в XVIII веке началась кодификация русского языка по западноевропейской модели с целью удаления церковно-славянского из официального употребления в государственном управлении, этот язык стал известен как российский. Этот лингвоним происходит от названия государства. В статье Журавлева 2005 и 2012 годов это показывает эволюцию русского от церковнославянского с сохранением архаичных элементов. Из его работы The Phonetic Meaning 1974 года, в переводе «фонетическое значение», говорится: здесь анализируются фонетические паттерны в русском, связанные с церковнославянским наследием, подтверждая сохранение архаизмов. Эти источники не только подтверждают мою иерархию, но и добавляют глубины. Русский сохранил десятки процентов церковнославянской лексики, как отмечается в соответствующих статьях. Напомню еще раз: иерархия близости к церковнославянскому. Наиболее близок оказался русский язык, за ним следует болгарский язык и уже после болгарского украинский. А теперь, друзья, перейдем к комментариям под моим видео, которые были разнообразными, эмоциональными и очень ценными для меня. Я систематизировал их по категориям, чтобы лучше понять общую картину. Общий тон комментариев смешанный. Около 40% положительных, поддержка и согласие. 50% критических, несогласие с деталями или интерпретацией. И 10% нейтральных. Это дополнения или вопросы. Многие комментарии написаны на болгарском и русском, что отражает интерес аудитории из Болгарии и русскоязычных стран. Положительные комментарии часто выражают благодарность за открытие истин и подчеркивают общую историю. Например, Малинка Ангелова пишет: «Благодаря за истините, кой-то приоткрихте за наша-то общта история». 3 лайка под этим комментарием. Дима Димов пишет: он соглашается с близостью русского к староболгарскому, ссылаясь на иконы в болгарских монастырях. 5 лайков. Петя Илинова пишет: чем сильнее будет критиковать, тем правда ближе. Привет из Болгарии. 4 лайка. И
Бисер Газдов пишет: «Простой привет из Болгарии». Эти отклики подчеркивают единство и интерес к теме. Нейтральные комментарии, как у Николая Масунова, выражают благодарность за просвещение без сильных эмоций. Критические комментарии фокусируются на исторических и лингвистических нюансах, обвиняя в грандомании или русоцентризме. Например, Люда Конова, 32 лайка, обвиняет в повторении российского варианта истории, настаивая на фракийском происхождении болгар и фальсификации титула хан. Монкмар Йонсон указывает, что слова вроде «глава» не изменились в болгарском. Эфродита Рангелова объясняет эволюцию болгарского как прогресс, 3 лайка, и Джон Деволский добавляет о праболгарском языке и генетике, 5 лайков. Раска подчеркивает сохранение архаизмов в болгарском, 5 лайков. Димитр Димитров критикует как политический продукт. Под моим видео Андрей Ермоленко называет русский искусственным, 3 лайка, и Ихо Писульмен иронизирует над этнической идентичностью. Сначала я хочу искренне поблагодарить всех, кто поддержал меня в комментариях. Друзья, ваши слова – это настоящая мотивация. Спасибо, Малинка Ангелова, за теплые слова о нашей общей истории. Дима Димов за интересное дополнение о монастырях. Петя Элинова за оптимизм и привет из Болгарии. Бисер Газдов за поддержку. Николай Масунов за признание просветительской ценности. Ваши отклики показывают, что тема единства славянских народов жива и важна. Благодарю от всего сердца. Вы делаете мой канал живым. Теперь обращаясь к тем, кто оставил критические комментарии, я хочу дать аргументированный ответ, основанный на фактах и уважении к вашим точкам зрения. Я не претендую на абсолютную истину, но давайте разберем ключевые замечания по порядку. Во-первых, по поводу сохранения лексики в болгарском. Монк, Мар Йонсон и Раска. Вы абсолютно правы, что многие слова вроде глава, власть, облак остались почти неизменными в болгарском. Это подтверждает генетическую близость. Мой тезис не отрицает этого. Я подчеркиваю парадокс, где русский сохранил 50-60% церковно-славянской лексики в литературном регистре, как это отмечается у Залезняка и в Harvard Studies, в то время как болгарский эволюционировал к аналитизму под османским влиянием. Это не упадок, а естественный процесс, как вы, Ефродита Рангелова, отметили, подобный английскому или романским языкам. Болгарский развил свой путь, сохранив архаизмы в диалектах, и это прекрасно. Мой акцент на русском, как мосте к оригиналу, не умаляет болгарского. По поводу титула «хан» Люда Конова и Александр Хранов, а также Атанас Петров. Вы верно указываете на нюансы. В надписях встречается «канас», «канес», «канас юбеги», что может значить «князь от Бога». Хан – это ретроспективная форма из тюркских источников, но византийцы Никифор Феофан использовали «хаган» для Кубрата. Это дискуссионно, но не фальсификация. Болгары имеют фракийские корни, но праболгары были тюрко-иранской группой, смешавшейся со славянами. Генетика подтверждает это как
в работах по ДНК болгар. Например, мой нарратив не российский, а основан на общих источниках, включая болгарских историков, таких как Васила Златарский, о роли Кирилла и Мефодия, Николай Стоянов. Да, они не создали язык с нуля, а адаптировали салунский диалект. Это стандартная позиция. Я имел в виду создание письменности и стандартизации, что привело к церковнославянскому. По взаимопониманию Евгений Христов в асимметрии, которая реальна, и болгары поэтому часто лучше понимают русский именно благодаря общему церковнославянскому слою. Критикам вроде Димитр Димитров и Андрей Ермоленко, обвиняющие в политическом продукте или искусственности русского, это эмоционально, но давайте опираться на факты. Русский – это естественный язык, как и болгарский, с церковнославянским влиянием. Нормандская теория, если вы на нее ссылаетесь, касается государства, а не языка. Мое видео о любви и единстве, а не о политике. По генетике и про болгарскому в комментарии Джон Деволский проболгарский был не славянским, но повлиял на славянский. С этим я согласен, и это обогащает нашу общую историю. Друзья, в заключение хочу сказать, что это видео и ваши комментарии – яркий пример того, как история и язык могут объединять нас. Несмотря на различия, я горжусь болгарскими корнями и люблю русский как связующее звено. Давайте продолжим обсуждение. Пишите в комментариях, делитесь мыслями, предлагайте темы для новых видео. Возможно, следующее будет о генетике славян или роли Болгарии в христианстве в Восточной Европе. Подписывайтесь, ставьте лайки и давайте вместе открывать нашу общую историю. Спасибо за внимание и диалог. Это то, что делает нас сильнее. С уважением, Валерий Табаков, юрист и энтузиаст славянской культуры.